Почему именно камины на дровах пользуются наибольшей популярностью среди населения? Как можно усилить тягу в камине и почему размеры камина напрямую зависят от размеров помещения? Почему устраивают дымовой зуб в камине и в каких случаях от него можно отказаться? Что такое обратная тяга в камине и как ее можно избежать? Что из себя представляют современные огнеупорные смеси и как их использовать в строительстве каминов и печей? Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим более детально на канале Стройвагон ТВ. Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Камины согревают человека с древних времен и так же как и печи не утратили популярность среди населения и в наши дни. Современные камины бывают разными, например простыми и сложными, с открытой или закрытой топкой, заводского изготовления или сделанные своими руками, как говорится, на любой вкус и предпочтение. Но какими разными они не были, выбор конструкции камина всегда зависит от вида топлива, на котором они будут работать, а также от площади и объема помещения, в которую планируют их устанавливать. Наиболее популярными каминами среди населения были и остаются кирпичные камины, работающие на дровах. Объяснить это явление можно достаточно просто, например, тем, что кирпич является наиболее доступным и подходящим для строительства камина материалом. А дрова горят очень красиво и, кроме того, выделяют теплоту, которая в сочетании с треском горящих дров действует благотворно на человека. Поэтому с этой точки зрения больше никакой вид печного топлива не может сравниться с дровами по красоте. Для нормального функционирования камина в процессе эксплуатации очень важное значение имеет его топливник, точнее его размеры. Размеры топливника камина должны быть пропорциональны основным размерам помещения. И если выразиться по-другому, то в большую комнату можно установить камин с большой топкой, а в маленькой комнате с маленькой топкой. Объясняется это тем, что на изменение силы тяги камина влияют размеры топливника и входного отверстия, а также угол наклона задней и боковых стенок топливника, сечение и высота дымовой трубы. То есть высота, ширина и глубина топливника камина должны соответствовать не только размерам комнаты, но также должны соответствовать сечению и высоте дымовой трубы, иначе камин будет дымить. На представленной схеме в таблицу можно увидеть основные рекомендуемые параметры камина в зависимости от размера помещения, в котором планируется его размещение. Для того, чтобы камин работал исправно и не дымел в помещении, рекомендуется придерживаться строго приведенных для удобства в таблицу данных. Тягу камина, а также его теплоотдачу можно усилить путем постепенного напуска внутрь задней стенки топливника примерно на 20 градусов. Верхнюю часть топливника сужают и образуют так называемую горловину, также для усиления тяги. Чтобы избежать перепада воздушных потоков, которые вызывают опрокидывание тяги и дымление камина в помещении, необходимо устраивать газовый порог, то есть дымовой зуб. Форма и размеры этого дымового зуба зависят от конструкции топливника и дымовых каналов. Приведенными в таблицу размерами камина рекомендуется придерживаться, если вы планируете построить камин из кирпича с открытой топкой. Если у вас камин оборудован современной заводской топкой со стеклянной дверкой, то этими размерами можно и пренебречь. В таком случае в маленькой комнате можно установить и камин с большой закрытой топкой, если у вас есть желание, но не забудьте дополнительно устраивать канал для подачи в топку воздуха, необходимого для горения дров. Дополнительную подачу кислорода в топку проводят обязательно, так как для горения дров в камине необходимо большое количество кислорода, а это количество воздуха, которое находится в маленьком помещении, не хватит для нормального горения дров, и следовательно камин не будет работать. Также в таком случае дымовой зуб не устраивает, так как
закрытая стеклянная дверка топки камина при горении дров, а также установка металлического колпака на оголовок дымовой трубы, расположенный над кровлей, надежно защитит вас от эффекта обратной тяги. Что такое эффект обратной тяги, почему так важно ее избежать, и самое главное, как можно от нее защититься наиболее простыми и доступными способами, я уже зрителям канала Стройвагон ТВ рассказал в других выпусках на канале. Но так как наша аудитория медленно, но уверенно растет, я во второй части этого видео расскажу и новым зрителям канала, как избежать обратную тягу в бытовых печах и каминах. В городах, где много высоких зданий вокруг, а также в населенных районах, расположенных в горной местности, очень часто возникает еще такое явление, как обратная тяга в дымоходе, в результате которой весь дым из топливника поступает в помещение. Высота трубы для отвода дымовых газов, особенно над кровлей дома, имеет большое значение, потому что она прямо влияет на силу тяги печного устройства. Неправильно или неудачно выбранная высота трубы над коньком кровли не только снижает силу тяги дымовых газов, но и создает их обратное движение, то есть завихрение воздуха, в результате которой печь начинает выбрасывать дым в помещение. Такое явление называется обратная тяга, и многие из вас знакомы с таким явлением давно. Обратная тяга возникает по причине сильного ветра, который оказывает значительное влияние на движение дымовых газов в трубе. И, как я уже говорил, такое явление, как обратная тяга, особенно часто случается в городах и населенных районах, расположенных в горной местности. Для того, чтобы разобраться в этом явлении, смоделируем 3 случая воздействия ветра на дымовую трубу. Итак, ветер дует строго горизонтально на трубу, и в таком случае он, натолкнувшись на дымовую трубу, изменяет свое направление в большей степени в сторону выходного отверстия трубы, то есть направляется вверх. В результате около трубы происходит разрежение воздуха, и дымовые газы как бы высасываются из дымовой трубы, и сила тяги в таком случае усиливается. Когда ветер дует снизу вверх, тяга в трубе становится еще сильнее, потому что разрежение воздуха, которое он создает возле трубы, больше, чем в первом рассмотренном случае. Когда же он дует сверху вниз, то он задувает дымовые газы обратно в трубу, и они попадают таким образом в помещение. В таком случае большое значение на трубу оказывают и более высокие здания, находящиеся вблизи дымовой трубы, или высокие деревья. Ветер в таких случаях, ударяясь в стену более высоких зданиях или деревьях, рикошетом направляется сверху вниз прямо на дымовую трубу и опрокидывает тягу. Поэтому высоту трубы над коньком кровли для избежания эффекта обратной тяги нужно вычислять уже для каждого случая отдельно. И это не так-то просто, как может казаться на первый взгляд. И в таких случаях уже всем известная схема расположения дымовой трубы над коньком может и не сработать. Но несмотря на все эти трудности, существует большое число простых методов, которые помогают снизить вредное влияние силы ветра на дымовую трубу. Они всем вам известны, например, как установка на дымовой трубе металлического колпака или зонта, способный защитить дымовую трубу от опрокидывания тяги. Также вместо металлических колпаков мастера-печники устраивают перекрытие из кирпича, который также очень хорошо защищает и имеет, кроме того, и приличный внешний вид. Но кроме этого, такой колпак сможет защитить оголовок трубы не только от сильного ветра, но и от размывания и увлажнения дождевыми и талыми водами. Также для избежания опрокидывания силы тяги применяют еще и дефлекторы различных конструкций, которые есть в большом ассортименте в продаже, как говорится, на любой вкус, или можно соорудить без труда своими силами. Сегодня для ремонта и кладки печей промышленность выпускает различные жаростойкие смеси под разными названиями, и найти их в строительных магазинах практически не представляет никакого труда.
Лично я в своей работе при строительстве печей и мангалов довольно активно их использую, что и вам рекомендую. В основном такие смеси делятся на 3 категории. Первая категория – это жаростойкие смеси на основе плиточного клея, то есть цемента. Вторая категория – это смеси, состоящие из измельченной и высушенной шамотной глины с добавками из песка в определенных пропорциях. И третья категория смесей состоят только из измельченной и высушенной шамотной или простой глины. Итак, что это за смеси и как их использовать в процессе строительства печей и мангалов, предлагаю поговорить в этом выпуске более подробно. Смеси на основе плиточного клея состоят из компонентов, в которые входит цемент, измельченный шамотный и кварцевый песок, а также много разных добавок, повышающих силу сцепления с кирпичом и, что немаловажно, их жаростойкость. Преимущество таких смесей очевидно – это простота в их приготовлении и удобство в работе. Смеси на основе клея имеют разную термостойкость, но вполне пригодны для строительства печей и мангалов. К недостаткам таких смесей я бы отнес довольно высокую цену и то, что такие смеси требуют выполнения минимального шва прикладки, который не должен превышать толщину в 3 или в 5 мм. Если, скажем, в зависимости от размера кирпича необходимо в целях красоты увеличить толщину шва, то с таким материалом работать становится неудобно, да и увеличение размера шва приводит к большому расходу материала, а это, как известно, накладно. Также увеличение шва из такого материала повышает риск возникновения трещин в швах во время эксплуатации печи. После высыхания такого раствора кладку уже невозможно разобрать и почистить кирпич, если в этом есть необходимость. Это очень важное свойство, на мой взгляд, особенно если вы работаете на профессиональном уровне, когда вы возводите печи на заказ, и заказчик, например, вдруг меняет свое решение и требует от вас переделывать отдельные части печи. Чтобы привести такие смеси в рабочее состояние, просто добавляют необходимое количество воды, и для повышения их качества лучше всего использовать электромиксер. Такие смеси отлично подойдут для кладки и штукатурки печей различного назначения, если их облицовка не выполнена из облицовочного кирпича под расшивку швов, для которых толщина швов выполняется немного больше, чем в 3 или 5 мм. А также такие смеси отлично подойдут для ремонта и облицовки поверхностей топливников, каминов и печей различными жаропрочными и облицовочными материалами. Сухие смеси второй категории на основе измельченной и высушенной простой или шамотной глины с добавлением измельченного песка продаются в большом ассортименте и имеют разную упаковку, в том числе и бумажную. Преимущество таких смесей тоже, как и в первом случае, состоит в простоте приготовления, в доступности, в сокращении сроков строительства и так далее. Список длинный. Кладку на основе такого раствора можно разобрать в процессе строительства печи, что очень важно, если в этом есть необходимость. Кирпич легко чистится при этом даже на 2-й или 3-й день после разборки, а также швы из такого раствора можно сделать и больше 5 мм, если в этом есть необходимость. Они не потрескаются со временем ни при каких обстоятельствах. Для получения готового раствора достаточно добавить только нужное количество воды и размешать до однородного состава. Если такой продукт продается в бумажной упаковке, то его вес не превышает 25 кг, что очень удобно при погрузке и разгрузке. Ну а если продается в мешках, то вес может достигать и более 50 кг, но в таком случае обычно цена такой смеси более приемлема. Третья категория, как я уже сказал, состоит просто из измельченной и высушенной шамотной или простой глины, в которой нужно добавить только песок и воду для приготовления раствора. Такой продукт также может продаваться в различной упаковке и иметь в зависимости от упаковки различный товарный вес. Для приготовления раствора из такого продукта необходимо сделать следующее. В измельченную и высушенную глину просто добавить просеянный песок через сито с маленькими отверстиями, из расчета, что на одну часть глины следует добавить примерно 2 части песка.
Потом оба компонента размешивают до однородного состава и потом добавляют нужное количество воды для затворения и для получения раствора нужной жидкости. Если вы используете песок с крупными зернами, то количество глины немного повышает. И наоборот, если песок имеет маленькие зерна, количество глины можно уменьшить. Но самое оптимальное решение в таком случае будет, если в 2 части песка с крупными зернами добавить 1 часть песка с маленькими зернами и смешать все вместе. Потом такой песок смешать с глиной из расчета, что на 2 части песка добавить 1 часть измельченной и высушенной глины. В таком случае вы получите в итоге более качественный глиняный раствор. И как вы уже заметили, работать с таким продуктом лучше всего, если вы хорошо разбираетесь в глиняных растворах и имеете хоть какой-то опыт в их приготовлении. Если у вас этого опыта нет, то лучше всего покупать готовые смеси, в которых требуется добавить только воды для затворения и приниматься за дело. И это все, что я хотел вам рассказать сегодня по поводу современных растворов для кладки печей. Спасибо всем за внимание. Жду, как всегда, ваши комментарии под этим видео. Напомню еще раз всем зрителям канала, что больше информации на эту тему вы всегда найдете на страницах сайта strойvagon.ru. Смотрите видео на канале, распространяйте это видео в социальных сетях и оформляйте подписку.